Доброе утречко, народ! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы еще не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Смотрите это видео, значит, стопудово понимаете, что я еду на рыбалку, либо я на рыбалке. Ну, по обстановке вы понимаете, что я еду на рыбалку. Еду я сегодня за Голавлем. Ловить буду в окружении крутых пацанов, которые, наверное, знают, как это делать. Я не знаю, но я решила все равно поучаствовать в таком между собойчике, который организует группа Total Fishing Club. Сергей непосредственно, вот. Так что увидимся на месте, друзья! Ни хвоста, ни чешуи, как обычно. Я себе сейчас сразу делаю поводки, потому что читала, что на головне надо флюорокарбоновые поводки, желательно потоньше, но у меня будет 0,2. Может и толстовато, но нормально. Что, же сливает ушел ловить уже? Нет. Виталий Лосенко. Я не сливаю. Воблер А у подарил? меня много всяких. А? Что тебе уже надарили? Ловля. Виси Евсеевич. Воблер. Покажи ей. Какой Евсей? Я оставила его розовый. И что? Я его оставила. Ну я подумала, может я ему в рамочку поставить, а вот такой красивый. Да. Я на твоего этого буду, майского жука ловить. Международная какая-то. Сейчас зарегистрировались. Каждый участник должен предъявить страховой полис. Это не смешно. Ну, то есть, типа, ты идешь такой по речке, и тут выскакивает бобр, тебя сжирает или откусывает тебе палец, и ты застрахован. Так, народ, сегодня я ловлю на спиннинг вот такой вот серфмастер, вообще он форелевый и предназначен для ловли прудовой форели, но здесь речка не широкая, поэтому я думаю, что сойдет. Катушка тоже у меня Акара, тонкая достаточно плетенка. И вот такой вот у меня флюорокарбоновый поводок достаточно длинный, на конце такой маленький карабинчик. Такие вот воблерочки я заказала из Китая. Часть успела прийти, хорошенькие, да? Часть не успела. Ну, наверное, я начну с какого-нибудь. Вот с такого можно попробовать. Говорят, уже очень много клещей, поэтому надо будет очень хорошо отработать клещей. Очередной 2019 год, 25 мая. Мы присутствуем на этой замечательной речке. Река называется Птич. Объект нашего лова сегодня это Голавль. Поделимся по зонам. Головля на травичку где-нибудь еще. Карточка, чтобы обязательно была. И фотографируется на фотоаппарат, на телефон. Подходим все сюда. Вот это вот карточки. Значит, 22 участника. 11 человек будет по зоне А, 11 человек по зоне Б. Первый, который занимает зону, Зоне Б. Девятая с конца. Смотрите, какая красота. Вот эти вот штуки. Говорят, что ловят головля. Так что, если что, обязательно попробую. Сейчас, друзья, я иду в свою зону Б. Соревнования будут проходить на дикой реке. Речка достаточно узкая. Вот ее видно отсюда, видите? Совсем она узенькая. Говорят, что очень много с этой стороны корчей. Посмотрим. Зато, может, рыбка будет где-то стоять.
Еще пока ни одной рыбки нет, но ловля очень интересная. Ловлю фактически в приглядку, потому что вода прозрачная, приманка поверхностная, и ее очень хорошо видно, так прикольно смотреть, как идет по струе. Может быть, я даже увижу выход головы. Вот в этом месте, друзья, был маленький ударчик. Сейчас попробуем куда-нибудь вот так послать. Значит, здесь рыбка 100% есть. 100. Ну что, пришло время колебалок. Летет. Вот такой попробую. Ярко. Каждая рыбалка по-своему хороша. Но вот такие вот условия ждут каждого спиннингиста-речника. Для того, чтобы подойти к местам огромным, где есть рыбка, нужно вот ходить вот по таким вот густым зарослям травы. Воблер, открывай душку и рукой стравливай. Прямо здесь? Да. Вот он в этой протоке, а он наблюдает, как это вот, видишь, он там наблюдает. Вот на лосенку, да? Где? Он, кстати, очень классно похож. Ну, очень похож на настоящего. Ну, вот. Смотри, видишь как? Прям когда настоящий. Он еще и круги прям делает, как настоящий, когда Ну, отсюда дергает. вот спиннинг вот так вот прямо делаешь, короче, и отправляешь в это место. Угу. Ну так стравливай доску, чтобы она леска, вот, регулируй ее, чтобы она за траву не цеплялась. Угу. Вот так. Ну, вот этот принцип тут правильный, да? А теперь постарайся вот забросить ближе, ну, может быть, вот на середину к траве, чтобы он шел по центру, ближе к траве, то есть не вот к этому берегу, а вот к этому, ну, сюда. Ну, потому что он может... А где он может стоять? В Вот, и траве, попробуй, а под деревьями, под здесь. корнями, Да, правильно? Да, он может потом выскочить вообще сразу. Потом попробуй, короче, кинуть вот туда, Угу. чтобы он там плюхал. Блин, я отсюда просто не И- кину, мне надо чуть-чуть ближе И туда пробуешь, подойти. короче, сплавливать. Ну, все сейчас делают плавом. Угу. Вот я, да, доматываю. Потом мне быстро выматывать обратно. Нет, вот когда, допустим, ты видишь, что он уже далеко зашел, Ну, ты его не видишь, тебе нужно мотать. Медленно проводка, медленно. хочешь сказать, вот он просто плывет и может взять голавль? Да. Медленно проводка, не надо быстро. Медленно, он там сам доверяет. Медленно, короче, да. Угу. Сколько раз надо вот точку, допустим, мне обкидывать? Знаешь, точки можно минут 10 стоять. Чуть человек прошел, грубо говоря, да? Ну, Ну все, минут 10 прошло. ну что, друзья, пока ничего не клюет, но я не расстраиваюсь. Почему? Потому что, ну, повезет, значит повезет, не повезет, значит не повезет. Всякая в жизни бывает. Тем более, что я не головлятник. Погода немного поменялась. Сегодня пасмурно. Как Сергей говорит, для головля лучше, когда яркое солнце. Да, погода очень резко поменялась. Еще и дождь обещают, что может пойти. Может, его он чувствует. В основном на воблере. Все по Все там, вилки там. Я вертушки бросал, выходит, он вообще за вертушкой просто выходит и... А воблер блин. Ну, не, у меня жмявится, как то Ну вот надо попробовать. Вот типа вот тут как пузиком получается. Его, такой же красивый, скажем.
друзья, как я не поеду на соревнования, так сразу прекращается клёв. Самое что интересное, вот раз, два, три, четыре, 5 человек рядом со мной тоже ходят, тоже участвуют в соревнованиях. И тоже не было рыбы. Не было, друзья. Обалдеть. И никто не может понять, почему не клюет. Короче, ничего я так и не поймала, зато пару клещей точно наловила. Смотрите. Вот один полз. Вот этой штукой на одежду можно брызгать. И эти твари просто парализуются. Видите, он уже даже не шевелится. Полз, да не дополз. Фигли-мигли обламидли. Ну что, друзья, несмотря на то, что сегодня я ничего не поймала, турнир закончился на позитивной ноте, и 3 кубка, а точнее 3 медали нашли своих победителей с очень крутым результатом. То есть победили самые сильнейшие. Опять получила очень много опыта, познакомилась с новыми и интересными людьми. Со всеми рада была увидеться. Спасибо, что смотрите мой канал. Обязательно на него подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, естественно, следите за обновлениями. Тем, кто когда-либо думал поучаствовать в каких-либо соревнованиях, любительских, нелюбительских, я могу сказать: не бойтесь, пробуйте, начинайте. Не страшно проигрывать. На самом деле все время хотеть и никогда не попробовать. А на ошибках мы только учимся. Ни хвоста, ни чешуи, друзья. И пока! Всем привет, народ! Опять канал Контрольная рыбалка. Опять с вами я, Юля. Серега. Сегодня я приехала за главным. Сегодня я приехала на то... О, заяц, он там бежит, смотрите. О, он побежал. Побежал там заяц. Я не знаю, вам видно или нет, но там только что побежал в поле заяц. Серега. Тотал. Сегодня я приехала для того, чтобы победить. Я не знаю, получится у меня или нет, но сегодня я опять на реке, на которой были соревнования, для того, чтобы поймать этого чертового голавля.
Есть! Друзья, голавль, смотрите. Есть голавль. Друзья. Друзья, это просто unreal. Самое интересное, что я не знаю, что это за рыба. Мамочки, ты мой хороший. Может быть, это ясь? Давайте посмотрим. Так. Получается, у нас 45-47 где-то сантиметров. Друзья, вот такая вот рыбина. Вот такая вот рыбина, друзья. Друзья, это самое невероятное, что со мной могло случиться. Это замечательная рыба, я точно не знаю, голавль это или ясь, возможно, это ясь вообще. И я его отпускаю и надеюсь, когда-нибудь другой рыбачок приедет сюда и поймает его. Давайте. Давай. Есть, вон поплыл. Фу, я думала, я его завалила уже. Нет, он просто, наверное, был в шоке от того, что я его поймала. Слушайте, ну он почти не сопротивлялся. Почему-то мне кажется, что это не голавль. Знаете почему? Потому что мне говорили, что при поклевке голавль, ну, очень сильно сопротивляется. А поймала я его вот на такую вот блесну. Я думаю, что все белорусы узнают, что это блесна. Интересно, а автор блесны узнает свою блесну или нет? Ну вот, я разловила, видите? Каждый учится на своих ошибках, и ничего не получается просто так. Благодарность каждому участнику, который искренне делился своими знаниями, находками в ловле голавля. А я, проделав работу над ошибками, добилась таки победы над самой собой. И пусть это не лобатый, а рыба мечты, огромный ясь. Все еще впереди, я верю, что мои голавли меня 100% найдут. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно следите за обновлениями. Ни хвоста, ни чешуи. Пока!